Российские туристы попали в аварию на воздушном шаре. В Европе ждут переговоров Путина и Трампа. Паша Техник пережил клиническую смерть. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мы начинаем. Воздушный шар с россиянками упал в Арабских Эмиратах. Есть погибшие. Вот как это происходило. 12 туристов, в том числе 2 гражданки России, должны были провести час в полете над пустынями на экскурсии от компании «Райна Турс». Сообщается, что воздушный шар долго не мог взлететь, а когда это наконец получилось, постоянно дергался. Через 40 минут после взлета он наклонился и резко упал. Погибли 2 туристов. Несколько человек, в том числе россиянки, получили серьезные травмы. Паша Техник пережил клиническую смерть. Близкие музыканта сообщили, что его нужно перевозить из тайского Пхукета в госпиталь в столицу, в Бангкоке. Но шанс на выживание при транспортировке составляет всего 20%. По их словам, в клинике, где он находится сейчас, помощи мало. Напомню, музыкант попал в реанимацию в Таиланде и впал в кому в конце марта. У него проблемы с почками и печенью. Легкие поражены более чем на 90%. Российский АвтоВАЗ сокращает производство, причем тайно. По данным телеграм-канала Мэш, компания может вообще приостановить работу завода в Тольятти. Причиной называют плохие продажи. По данным Мэш, на заводе АвтоВАЗа уже убрали дополнительные смены для рабочих, снижая объем производства. Некоторые сотрудники получили негласное уведомление о том, что с мая отправятся на отдых. Также руководство завода обсуждает снижение премий, которые платят за выполнение плана и переработки. Разговоров о сокращениях или снижении зарплат пока не идет. В марте продажи автомобилей «Лада» упали на 33% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Глава АвтоВАЗа объяснял это не снижением популярности российских авто, а высокой ставкой ЦБ и ужесточением кредитования. Школьник в Омске принес на уроки нож и ударил им одноклассника. ЧП произошло в одной из школ города. Складной нож принес 16-летний учащийся. На перемене у него произошел конфликт с другим подростком, в ходе которого тот достал нож и ударил им одноклассника в голову. Подростку рассекло лоб. Ему оказали медпомощь. СК начал проверку. Айфоны в России подорожают еще сильнее. Причина – новое решение Дональда Трампа по тарифной политике США. Как пишет агентство Reuters, самая дешевая версия iPhone 16 может вырасти в цене до $1142, а 16 Pro Max до 2300, это около 200 тысяч рублей. И это без наценок ритейлеров и без учета российских подсанкционных реалий, когда доставка западной техники идет серым путем и с повышением стоимости. В целом, по прогнозу, из-за решений по пошлинам только продукцию компании Apple ждет рост цен на 43%. Советники Дональда Трампа рекомендовали ему не говорить с Путиным по телефону до полного прекращения огня. Об этом сообщили NBC News со ссылкой на 2 чиновников. По данным издания, приближенные Трампа опасаются, что он в любой момент может изъявить желание позвонить в Москву и называют такой разговор, цитата, «не лучшей идеей». По крайней мере, пока российский президент не согласится полностью прекратить боевые действия в Украине. Также NBC News указывает, что спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев встречался в Вашингтоне не только с представителями Белого дома, но и с республиканскими сенаторами Линдси Грэмом и Маркуэйном Малином. Причем по личной просьбе Трампа. Об этом изданию сообщили 3 источника, знакомые с ходом переговоров. По их данным, Дмитриев, Грэм и Малин обсуждали возможности заключения мира в Украине и путинские условия для прекращения огня. При этом журналистское издание «Политика» Сара Уитон со ссылкой на свои источники в Лондоне и Брюсселе говорит, что Трамп может позвонить Путину уже сегодня или сразу после выходных. Однако Уитон тоже говорит о взбалмошности американского президента, мол, а может и не позвонить. В своем материале она также упоминает визит в Вашингтон Дмитриева. Уитон указывает, что в интервью Fox News он упомянул некие гарантии безопасности для Украины, которые, цитата, в той или иной форме могут быть приемлемы. Однако вступление страны в НАТО он назвал невозможным. В Белгородской области под обстрелы и атаки беспилотников попали сразу 5 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Согласно его сводке, в Шебекинском районе повреждено несколько построек автомобилей. В Грайворонском районе пострадала «Газель» и несколько автомобилей на территории сельхозпредприятия. В Малиновке Белгородского района дрон снес крышу жилого дома. Через 3 года войны белгородские власти наконец озаботились безопасностью жилых домов. На них стали натягивать вот такие противодроновые сети.
сети. Соответствующее фото опубликовал телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Тем временем число жертв вчерашнего обстрела Харькова возросло до 5. Об этом сообщил глава местной военной администрации Олег Синегубов. В больнице скончался 88-летний мужчина. Напомню, накануне в Харькове дрон ударил по жилому многоквартирному дому. Спасатели доставали людей из-под завалов. Пострадали, по данным мэра города, 35 человек, в том числе дети. Борьба за рождаемость в России уже затронула и язык, то ли следуя некому распоряжению, то ли просто для перестраховки на случай будущих запретов. Телеканал Ю в шоу «Беременна по обману» стал заглушать слово «аборт». В больнице мне сделали УЗИ. Срок 12 недель. Сказали, что сделать еще не поздно. Но я не знала, что мне делать, и запаниковала. Просто только с обезболивающим. Но я так и не могла решить, делать или нет. Поэтому позвонила маме. На новый вид самоцензуры обратила внимание «Новая газета Европа». Издание подчеркивает, что никаких юридических запретов на слово «аборт» в России наложено не было. «Беременна по обману» рассказывает о женщинах, которые ждут ребенка от женатых мужчин. Стоит отметить, что на Ю выходит еще одно популярное шоу на ту же тематику «Беременна в 16». Эта программа долгое время служила антирекламой ранних беременностей, однако в последнее время там рассказывают о прелестях материнства со школьной скамьи. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Так вы помогаете нам шире распространять информацию. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. Берегите себя.